Привет! Вы слышали о том, как распределяют поздних переселенцев в землю Райнланд-Пфальц? Почему никто не рассказывает о втором лагере распределения Германии? Может, просто поздним переселенцам неудобно рассказывать, как они прожили этот месяц в этом лагере? Такое чувство, что одни мы выжили после этого лагеря. Как встречает второй лагерь распределения Хермескаль? Начнем с уезда из Фридланда в лагерь земли Райнланд-Пфальц в городе Хермескаль. В 7 часов утра мы должны были прийти в домик номер 1. Там было окошко, где мы получили, там были не мы одни, то есть на 7 часов надо еще и очередь там будет небольшая. В 7 часов мы туда пришли, получили, почти первые, получили деньги по 122 евро на человека, то есть это 102, это как возмещение за дорогу, и по 20 это на карманные расходы. Также получили билеты, если вы выбрали, что вы будете добираться на поезде, то вам дадут билет до нужной точки с маршрутом. Если вы будете успевать, то все будет хорошо по этому маршруту. Мы успели, но было очень тяжело. Если там какие-то отклонения, в принципе, можно на другой поезд сесть. Ничего в этом страшного нет. Главное, чтобы по классу подходило, и все. Также регистриршайны мы получили. Вы в дальнейшем уже будете знать, что такое регистриршайны. Это, так скажем, последовательная замена бешайнингу. То есть приглашение вас в Германию, это ваши первые документы, это для Фридланда, а уже регистриршайн, это уже на следующем этапе будет главный документ, который вас везде будут спрашивать. Также нас попросили предупредить о нашем приезде, когда мы будем выезжать в тот день, поэтому мы попросили нашу родственницу позвонить в Хермескаль, она позвонила и нас уже ждали, потому что это был нерабочий день, но все было нормально. Выезд, то есть электричка с Фридланда в Геттинген, это первый этап, у нас было в 7:37, то есть было 37 минут на то, чтобы получить все документы, деньги, билеты и прийти на вокзал. Нам нужно было, по-моему, вторая или первая, не помню. То есть это надо было еще перейти на другую платформу. Так что не так много времени, но в принципе достаточно несложно было добраться, еще даже подождали, потому что там вокзал возле лагеря Фридланд, и там можно прямо возле домика номер 1 выйти, спуститься к вокзалу, то есть не обходить через весь город, как мы делали первый раз, когда ходили, искали, как же нам туда добраться в будущем, то есть делали разведку. А можно сразу спуститься с чемоданами или с вещами, в общем, и на вокзал. Там маршрут можно заранее посмотреть. Туда идти минут 5, 10, если так, не спешить совсем. Поэтому не переживайте, все успевают. Дальше мы сели на поезд, на электричку до Геттингена. Там через полчаса пересели. Вернее, должны были через полчаса пересесть на поезд до Франкфурта, но мы сели не на тот поезд, на 15 минут раньше. Шел другой поезд, немножко не разобрались и сели в него. Но никаких проблем не возникло нам. Также проверили билет, все нормально, мы ехали дальше. Наш поезд немножко опаздывал. Он и так была пересадка достаточно в срочном порядке. 8 минут разница была между прибытием и отъездом. И притом там платформа там была очень далеко от нашей. Поэтому она там прям существенно. 8 минут было бы достаточно, конечно, но так как мы хоть и выехали раньше на 15 минут, но доехали туда за 3 минуты уже до отъезда нашей электрички с Франкфурта, то пришлось прям бежать очень быстро с чемоданами. Мне еще приходилось по 2 раза возвращаться туда-сюда за чемоданами.
поднимать их на лестницу, с лестницы и так далее. Ну да, бабушка по лестнице не могла поднимать эти чемоданы, то есть Да, я. заскочили в электричку, и она сразу же тронулась после нашего перешагивания. Поэтому очень было так экстремально достаточно. Вот. Ну и дальше мы доехали своим ходом на автобусе. Там у нас в маршруте было указано, что есть автобус и так далее, но он был не оплачен. Это уже было отдельно. Мы покупали билеты и ехали до Хермескаля. Ну, там было недорого. Что-то в районе 5 евро или типа того. Со взрослых, с детей ничего не взяли. Да, доехали до города Хермескаль, до центра. Там на площади есть остановка. Вот мы хотели там было выйти. Мы не знали, где находится лагерь. Но водитель нам подсказал, что... Ну, он спросил, куда именно нам нужно. Мы ему указали, что это Афа. Вот, у нас было указано. Поэтому он сказал, подождите, не нужно выходить, потому что там было около 2 километров еще. Нужно было идти то с горы, то в гору. С чемоданами это было не очень было весело, при том, что мы очень устали на тот момент. Мы проехали с ним до необходимой остановки возле самого лагеря, вышли, и он еще попросил там, встретил ребят русскоязычных, которых попросил нам помочь. Ну и они нас провели. На нашем канале мы в подробностях рассказываем о наших приключениях и адаптации в Германии и о истории нашей семьи. Приехали мы где-то в районе часа с чем-то дня, зашли на территорию лагеря, нашли домик, который нам нужен был. Там был целый поселок 4-этажных и несколько штук было 3-этажных домиков, однотипные. Там, как оказалось, жили где-то 800 беженцев, и у нас был отдельный блок с нами. В первую очередь нам сказали обратиться в трансфер-бюро, есть такое, и там регистрируют приезжих. Домик номер 10. Да, по-моему, номер 10, да. Там нам выдали ключи, за которые мы заплатили 20 евро, то есть в случае потери это как штраф остается. Проверка теста была обязательно на ковид, у всех было с собой, но мы, в принципе, не знали, что это сильно важно, и некоторым пришлось просто искать, где он находится. Ну, нашли все, естественно, хорошо. Потом нас поселили в наш дом номер 4. Там освободили блок. Это блочное общежитие. На каждом этаже там получается 2 блока. Даже местами было 3 блока. Вот. Ну, один там совсем маленький, там буквально 1 комната. Вот. Наш блок был где-то на 6 или 7 комнат. Что-то такое. Но сложность была в том, что у нас был блок без кухни, без туалета, без душа, то есть это все находилось на стороне беженцев. Нас поселили в комнату, значит, меня отдельно, потому что у нас было 5, 2 детей и 3 взрослых, а в комнате было по 4 двухэтажных кровати. Поэтому получилось, что меня отдельно поселили. Ну, я и правда считалась отдельной семьей, как бы. Это моя комната. Тут, конечно, 4 кровати. Но живу я здесь одна. Только что лежала, поэтому постель смята. Решила вам снять. Это стол, тут стулья и вот такие шкафчики. Так, и все. В каждой комнате сигнализация пожарная. Вот, выдали нам всем постельное белье. Вот, и мы поселились. Мы были, конечно, счастливы, что мы хоть куда-то доехали. Конечно, угнетало обилие очень многих людей. Ну, блок был отдельный, поэтому, как-то говорится, потихонечку начали обживаться. Питание там выдавали, но дело в том, что мы первую неделю не знали, нас как-то
Но на трансфере сказали типа того, чтобы мы уже заботились о себе сами, и о питании никто не упоминал. А оказывается, мы узнали, что питание нам положено, потому что мы еще в джоб-центре не оформлены, деньги мы никакие еще не получали, поэтому питание должно было быть. Ну, последующие приезды поздних переселенцев, одни из них как-то поинтересовались прямо у охраны насчет этого, и они сказали, да, нам положено питание, и мы начали его получать. Ходили на кухню, там питание давалось в лотках, ну и в пакетиках, там то, что дополнительно там, ну, в лотках имеется в виду горячее. Вот, можно было утром получать питание и в обед. А в обед получали и на ужин дополнительно, как бы, одновременно все. Ну, питание там было, мягко сказано, не очень хорошее. Потому что, ну, мне, например, там не нравились ни соусы, ни... ну, изредка там давали такое, что более-менее, ну и готовка тоже. Вот не нравилось. Мне, по крайней мере, там начал болеть желудок. Потом пришлось, как говорится, перейти на другое питание, но мне это еще долго аукалось. Но потом через 2 недели, то есть через трансфер-бюро, мы оформились в джоб-центре. То есть мы туда не ездили, мы просто сдали туда документы, их направили письмами в джоб-центр. Мы немецкий язык, многие просто не знают, а в заполнении документов еще больше трудностей. И для нас пригласили переводчика. Там была еще такая услуга, то есть ты можешь обратиться в 10-м домике. Ну, там джоб-центр находится. Джоб-центр находился, почта находилась, и в том числе находилась там женщина, к которой можно было обратиться насчет посуды. Если, например, приехал совершенно без посуды. Там же подразумевалось, что есть кухня, и можно что-нибудь готовить. Они там выдавали. Но сложности были в том, что ее надо было скомпоновать, и как-то они не сразу нам захотели ее выдавать. В общем, мы решили обойтись своими силами. Мы просто не знали поначалу, что ее можно вообще где-то взять, эту посуду. И не было сотрудника потом, который ее выдает. Поэтому мы очень долго ждали и решили, что нужно покупать. Тем более, что мы не знали еще про то, что нам положено нас кормить. Поэтому как-то надо было есть. Мы купили кастрюли. Была история с электрочайником. Значит, один житель, поздний переселенец, тоже в блоке у нас жил, взял через интернет, заказал электрочайник. А оказывается, они там не разрешены. Хотя люди пользовались электроприборами. Ну, в общем, у него его конфисковали до самого уезда. Потом, естественно, его отдали. Значит, еще подразумевался там холодильник. Мы тоже с самого начала не знали про это. Потом уже нам рассказали на кухне жители, что есть холодильник, и можно взять там ключ от холодильника за 15 евро. Нам потом их вернули. Что мы и сделали. Оказалось, что это не целый холодильник, что это ячейка в холодильнике. Ну, в принципе, там там она небольшая была, где-то сантиметров, наверное, 30 на 30, и высотой где-то там, может, 25 сантиметров. Ну, в общем, она довольно-таки небольшой. По крайней мере, мы туда мясо ложили, такое, скоропортящиеся продукты. Кухня там была общая на весь этаж. Значит, там были электроприборы, где-то 3 плитки, двойные они были. 2 двойные плитки. И там готовили все. Там не весь этаж, конечно, готовил. Некоторые питание получали, некоторые в сухомятку питались. Было всякое, конечно. Но мы старались, конечно, готовить, потому что у моего сына 2 деток. Нужно нормальное питание. Поэтому кухней мы пользовались. Там более-менее было чистенько. Раковин было много.
наверное, штук 5, если не 6. И там был дежурный, который постоянно там убирал. То есть были все точки в общежитии распределены между беженцами, старыми жителями там, и они постоянно там делали уборку. Значит, была душевая, женская и мужская, естественно. Ой, про это, конечно, тяжело рассказывать, но туда было очень неприятно заходить, в том смысле, что там, я не буду уточнять, просто было неприятно. Очень много везде волос и запахи. Также в туалете. В туалете там тоже была полнейшая антисанитария. Конечно, сами обслуживающий персонал этого лагеря приходили раз где-то в неделю, они там убирали, но в основном убирали сами жители этого этажа. Да, они, получается, убирали каждый день, но это очень быстро все, так скажем, уничтожалось, потому что, насколько я понял, там не очень было объяснено, либо они сами, люди разные, конечно, с разных регионов земли туда поприбывали, и некоторые, так скажем, мылись в туалете, а некоторые ходили в туалет в душе. Поэтому, и брились, и так далее. Да, чтобы вы понимали до конца, в туалете просто были лужи от того, что там мылись. Там временами было такое, что не пройдешь. Смена белья. Это надо знать, куда обращаться. Если сам не знаешь, то ты просто-напросто будешь спать на одном белье, да и все. Это нужно обращаться по-моему, домик номер 8. Да, 8. Да, и там можно договориться о том, что можно сменить белье на постель. Уборку в комнате делали сами. Значит, на первом этаже был охранник дежурный, я не знаю, как его правильно там назвать, но он за порядком там следил, и он выдавал ведра, швабры, тряпки, чтобы люди могли уборку сделать себе в комнате. И в коридорах у них там тоже были дежурные, постоянный человек, который убирал, просто было разделено. Одни мыли стекла в дверях, там были блоки разделены большими перегородками, они были стеклянные, и мыли полы. Еще была там комната общая, она на лестничной площадке была, между блоками как бы. Там были, можно было прийти туда и заряжать свои телефоны. То есть в комнатах это не разрешалось делать. Но нас не заставляли. Мы как-то, немножечко... Нам больше позволяли, у нас много прав по сравнению с беженцами было. Мы жили в 4-м домике. Этот 4-й домик был семейным, то есть там были в основном семейные жили. Стирка там была организована. В нашем домике была комната, в которой стояли стиральные машины, и один человек был там закреплен, и он занимался этой стиркой. Можно было сдать белье, постирать, посушить там. Еще хочу рассказать о том, что было вечером очень шумно. Утром тишина была, полнейшая тишина. Мне нравились эти часы, я могла пойти на кухню, что-то приготовить и спокойно заняться своими делами. Но вечером это было что-то. Беженцы там устраивали... Просто были очень шумные. Очень шумные. И дети допоздна там бегали. Хотя бывало такое, что охранники приходили и в 10 часов разгоняли всех по комнатам, детей именно. Чтобы все уже успокаивались, укладывали детей спать, но они уходили, и начиналось все сначала. Потом возвращались в меньшем количестве. Да, в меньшем количестве, но было очень шумно, дверями хлопали, топали, дети там бегали с криками. В общем, шум был ужасный. Я, например, даже не пыталась рано там уснуть. Это только после 11, где-то там в 12 часу, а то и в 12, все кругом более-менее успокаивалось. И еще об охране. Там пропускной режим у нас был. Для того, чтобы выйти в город или там погулять в лес, надо было обязательно охраннику сказать, что ты такой-то, такой-то, но имеется в виду, да, что мы шпет-аузидлер и что мы идем гулять. То есть у нас пропускной режим был немножечко мягче, чем у беженцев, потому что у них там надо было подавать в окошечко
пропуск, как бы, ну, их карточки специальные. Электронные. Да. А нам надо было просто сказать, что мы уходим и в каком количестве. Иногда нужно было показать паспорт. Ну поначалу. И еще охрана, конечно, там была такая, был у меня такой момент столкновения с ними в том вопросе. Значит, был праздник, по-моему, Пасха или перед Пасхой. Мы пошли скупиться в магазин. Ну, у нас у каждого там рюкзачки, сумочки какие-то, естественно. И когда проходишь через охрану, они заставляли показывать, что у нас есть. То есть они искали там спиртное. Мне лично это очень не понравилось. Я просто-напросто сперва вообще отказалась им показывать свой рюкзак и сумочку, а потом, так самое главное, еще зрителей было, человек 10 тех охранников, которые собрались там. Я демонстративно сунула им под нос фарш, я открыла все, показала там, естественно, они спиртное не нашли, и я потом пошла, как говорится, с гневным видом оттуда. Да, можно сказать, делают обыски, при том, как никаких. Имеют ли они там право на это, я даже не знаю. Дело в том, что беженцев они регулярно осматривают. Все сумки их не могут в любой момент проверить. Ну, я думаю, что у них это все прописано и так далее, но это все относится, скорее всего, только к беженцам. Вот. По поводу нас я не уверен, потому что никаких бумаг мы не подписывали, а так как мы на тот момент уже были немцы, а позже получили даже гражданство, ну, уже Орлов. Да, Орлов, то как бы это было не очень, думаю, правильно даже с юридической точки зрения. И неприятно, очень было неприятно. Да, местами. Но не все проверяли, не всегда. Некоторые охранники просто, ты скажешь, что это Зиглер, и тебя просто пропускали, никто ничего не смотрел. Но некоторые и иногда, так скажем, в какие-то такие праздники, то просили, так скажем, иногда не сильно вежливо посмотреть наш рюкзак, сумку, что у нас было. А еще у нас есть крутой подкаст о Германии, в котором мы рассказываем о немецкой кулинарии и менталитете в компании учителя интеграционных курсов в Германии. Одна из тем подкаста – беженцы. Там можно лучше узнать, что такое лагерь Хирмискаль и почему в нем такие условия. На второй день после нашего приезда у нас был термин в городе Трир, к которому относится Хирмискаль, районный центр наш, вот, большой город, куда мы поехали, где мы прописались. Также нас, я так понимаю, соцработник там встретила, кроме того, что она занималась пропиской, также спрашивали по поводу распределения нас. То есть это тоже был лагерь распределения, и нас спрашивали наши, так скажем, пожелания. И как это мы... Ну и где находятся наши родственники. Ну да, то есть если у нас какие-то родственники в этой земле, и куда бы мы хотели и так далее. Вот. Ну, как бы не везде, не у всех это учли пожелания. Вот нам как бы почти не ушли. Ну, было такое. Дальше, в дальнейшем, по джоб-центру. Уже к нам в лагерь пригласили переводчика, который общался с каждой семьей поздних переселенцев отдельно и заполняли все антраги для джоб-центра. Да, там их было немало, там их было, я не знаю, 3 или 4. Ну, хауптантраг, который вам дадут во Фридланде с печатью, с датой вашего прибытия в лагерь Фридланд, который очень важен, потому что с этой даты вам будут начислять пособие. Ну и также на всех членов семьи антраги, на детей. Мы не знали, что мы можем оформлять в Хирмискайле. Трансфер-бюро сказали, что ничего оформлять больше не нужно. Все будете оформлять в своем городе, когда нас распределят и будем уже там на месте. Вот, ну, мы как бы время шло, мы волновались, все
переселенцы волновались, что как бы нужно было что-то делать со страховками, с конто, это счет в банке, вот, и как получать пособие и так далее. Вот. Карточки нам конкретно не удалось оформить, так как у нас не было айдент номеров, то есть налогового номера. Нам так в банке сказали. Вот, в принципе, потом не пожалели, потому что те, кто все-таки смог оформить себе конто, им пришлось его переоформлять уже в своем городе сразу. То есть, как бы та карточка, которую они сделали, она им не подошла. Вот, то есть, тут в каждом городе нужно, скорее всего, вам придется опять переделать. Также страховки мы тоже не смогли оформить, кто-то успел что-то сделать, и опять нужно было переоформляться в своем городе. Вот мы не успели, не получилось у нас оформить страховку, но так как мы, в принципе, Фридландом на 3 месяца были застрахованы, мы сильно не переживали. Затем мы получили в Хермискале первое свое пособие. Это был, конечно, радостный момент. Вот мы пошли в джоб-центр. В Хермискале тоже есть джоб-центр, отделение. Мы туда пришли, так как была, так скажем, пандемия и очень серьезные ограничения, то там для нас как бы назначили термин. Мы пришли, там открыли окошко, то есть окно в здании, и через окно это с нами общались. То есть мы подали свои паспорта, вот, потом нам дали бланки, на которых мы порасписывались, и, собственно, нам дали чеки, которые мы пошли в магазин Рева, который был их партнер, их джоб-центра, и там обналичили эти деньги. Проблем с этим никаких практически не возникло. Единственное, что так как нас было много, мы не одна семья, так скажем, у нас было сколько семей? 5 семей, да? 5. Да, 5 семей, и как бы 2 семьи смогли обналичить сразу, а другим пришлось на следующий день обналичивать, потому что у них в кассе не хватило на нас просто наличных денег. Вот. А так, в принципе, никаких проблем совершенно не возникло. Какие документы мы еще смогли оформить? Никаких, кроме Орлов. Вот Орлов мы успели, так как мы провели в Хермискале очень много времени. Мы по приезду, как только получили нашу прописку, именно не лист как бы первый, а именно как бы настоящую прописку, потому что мы сначала нам выдали бланк, на котором написано было, что мы там проживаем или что-то, какой-то, не знаю, это какой-то бланк был. В общем, это было не то, надо уточнять. В общем, эту прописку мы взяли вместе с бумагой, которую мы получили в Финляндии, вам дадут перед уездом, сопроводительный лист. И вместе с пропиской отправляете назад во Фридланд. Вот, и вам на этот адрес уже обратно отправляется зелененькая книжечка «Орлы». Вот, мы получали их, например, на почте, некоторые получали их в трансфер-бюро, поэтому тут могут быть варианты. Да, нам не удалось ничего больше оформить, но некоторые все-таки из поздних переселенцев, так скажем, самые напористые, смогли оформить конто, которое, как я уже говорил раньше, пришлось им в своем городе переоформлять, как мы уже от них узнавали в дальнейшем. Также получилось и со страховками. Больше, в принципе, никаких документов никто не оформил. Все ждали. А первые поздние переселенцы, которые, собственно, нас встретили и провели в лагерь, россияне, они нас... с России поздние переселенцы, они вообще никаких документов даже не пытались оформить и уехали достаточно быстро. Так как мы там в Хермискале были довольно-таки долго, мы нашли для себя приятные занятия, естественно. Это было прогулки в лес. Это было в марте месяце, весна. Было довольно-таки временами и холодно, по-всякому. И теплые денечки были.
А лес у нас там был буквально, вот выходишь с лагеря и метров, наверное, 200 проходишь, и начинается лес. Лес там был очень хороший, нам нравился. Мы облазили его вдоль и поперек. Там было интересно. Временами заходили, если не по дорожке шли, а заходили в лес, видели даже животных. И для детей было, конечно, там очень весело. Это ж не сидение в комнате. В доме некуда было деваться. Нашли мы там хуторок, у людей были лошади, техника какая-то, живность во дворе. И мы оттуда приходили, конечно, при поднятом настроении всегда. Магазин там был самый близкий. Ну, сколько там было? Километр 200 метров, где-то так, да. Была такая дорожка пешеходная, и по ней можно было прямо до магазина дойти без проблем. Вдоль дороги там. Магазин Lidl. Нам он очень нравился. Там, в принципе, было почти все, что нам нужно было. Вот, и мы в основном в него и ходили. Но в городе были и другие, естественно, магазины. Там были Реве, который упоминался раньше, и еще был... Норма и Рева, да. это в центре возле джоб-центра. Это прямо, да. А также еще был Альди, который от Лидла где-то метров 300, может быть 400. Нужно было пройти еще дальше немножечко. Вот. Но это не нужно было идти прямо далеко в город наверх. Там сложная дорога, высокий подъем резкий. Да, там, конечно, дорога в магазин была нормально, потому что ты идешь вниз. А вот когда возвращаешься обратно, то, конечно, этот подъем вверх – это что-то с чем-то. Да, еще и нагруженные продуктами. Ну, естественно, если было бы наоборот, то было бы, как говорится, гораздо легче. А так получается, что с грузом наверх. Значит, насчет детей. Значит, там, конечно, на улице была игровая площадка, но так как было холодно и была пандемия, то там было закрыто. Никто там не играл. А играли наши дети в основном в коридоре, потому что больше и негде было абсолютно. Или в комнате, или в коридоре. Вот. И поэтому наши походы в лес, по территории там тоже особо не погуляешь, ничего там сильно особого и интересного не было. Вот. Так что в основном они у нас вечерами играли в коридоре, естественно. И прогулки в лес, это, конечно, была отдушина. Было такое, что там выпадал снег, и рано утром, еще до того, как все поднимались, он убирался. Для этого работала там на территории техника. Тракторец такой небольшой. Да, еще в городе есть небольшие игровые площадки, где можно все-таки детям поиграть. Вот это между Лидлом и Альди, там получается старый железнодорожный вокзал, который сейчас музей, и возле него есть небольшая площадочка. То есть как бы если вам прям сильно захочется где-то погулять, то там можно это сделать. Ну, еще что было интересного там, конечно, это вертолет, который несколько раз прилетал за время нашего обитания там. Видимо, там происходили какие-то ситуации, при которых надо было увезти человека в больницу какую-то дальнюю. Не обязательно увезти человека, возможно, также привести срочно врача, который необходим, к примеру. Возможно, и это. Либо же уже, да, для эвакуации какого-нибудь больного, может, коронавирусом, либо же еще какие-нибудь сложные ситуации, так как там было очень много беженцев. Вот, и мы жили в семейном доме, а как бы все остальные это были более, так скажем, неспокойные, и там постоянно что-то происходило, туда охрана бегала. Ну да. И кроме вертолетов, скорой помощи почти каждый день приезжали. Кого-то опять эвакуируют на вертолете. У нас через день бывает. Скорая приезжает, но скорая только что уже уехала. Сейчас будет взлетать медицинский вертолет. Ну вот он пролетел.
вертолетов там прилетали раза 3 или 4 за время, которое мы там пробыли. А скорая помощь, так скажем, в среднем через день, а может мы ж не всегда еще и выглядывали на улицу, может быть и каждый день, кто знает. Ну да, там полиция была постоянно. У них даже в домике 10 была отдельная комната, где они находились, те, что дежурили, видимо, по территории, и машина постоянно там стояла, около 10-го домика. Ну и еще было одно событие, за время, которое мы там провели, это была Пасха католическая. Это было 5 апреля. Нам, с одной стороны, не повезло, потому что из-за Пасхи мы задержались еще на лишнюю, считай, неделю. А в Хремискайле, вы понимаете, сильно развлекаться было негде. Ну, как мы отмечали? Мы, в принципе, отметили просто чисто символически для детей, потому что мы обычно католическую Пасху не отмечаем. Для детей мы решили устроить все-таки праздник, потому что было очень скучно, вот, да и хотели все-таки приблизиться как бы к немецким традициям, поэтому сделали детям сюрприз, купили пасхальных зайцев, здесь зайцы пасхальные разносят пасхальные яйца шоколадные, то есть они их сносят. Ну, обычно это либо по двору, по дому, там, по кроватям и так далее, везде эти яйца. Дети потом находят их и с удовольствием, естественно, съедают. А приблизительно за неделю до нашего уезда мы узнали, куда нас распределяют. Это нам сказала сотрудница трансфербюро, фрау Шерер, ознакомила нас с местом нашего распределения в район Райнхюнсрюк. Но в какой именно город мы не знали. В дальнейшем мы уже на месте, в столице этого района, в городе Зиммерн, узнали точно, куда мы едем. Распределили нас уже в город Бопарт. Мы были рады, потому что это был самый большой город в этом районе. Он находится на Рейне, есть железная дорога, то есть с транспортом здесь проблем никаких нет. Пробыли, в общем, мы в лагере Хермискайль чуть больше месяца. То есть это была серьезная задержка и как бы никаких продвижений, кроме как получения орлов, мы здесь не получили. Чем быстрее бы мы распределились, тем было бы лучше. Ну, из-за того, что пандемия, я думаю, это основная причина была, почему нас так медленно распределяли. Других распределили в другие районы по всей земле. Ни одна семья не получилась как бы вместе с другой. То в район Битбурга, то в район Нойведа, возле Нойведа. В общем, в разные концы земли, Райнланд-Пфальц. Уезд. Уезд был организован. Уезжали не только поздние переселенцы, но и беженцы. Да, их тоже куда-то распределяли в разные места. Для различных районов приехали автобусы и микроавтобусы, которых мы, собственно, в одном из них, в первом же мы и поехали. Мы были очень рады, что мы первые, потому что... Да, стоять на улице, да, еще и холодно, с вещами, с детьми, небольшая радость была. Да, ну как бы мы попрощались все, телефоны уже мы заранее все пообменивались, чтобы обмениваться информацией. Желательно, конечно, какие-то группы посоздавать, чтобы обмениваться опытом, потому что в дальнейшем по-разному, всем по-разному повезло, потому что, к примеру, если мы попали в Хайм, и здесь есть соцработник, хотя она и разговаривает только на немецком, но она очень, очень нам помогла. Ей огромное спасибо за это. У нас никаких не было абсолютно проблем с документами, она все за нас делала. Просто мы даже немножко есть и минусы в этом, потому что мы как бы в дальнейшем сложнее самим в некоторых вопросах разбираться, потому что мы даже не знаем, какие куда документы и так далее. Ну, в основном знаем, догадываемся, где-то еще узнаем, но суть в том, что мы этого даже не заметили, эту всю работу она абсолютно все сама за нас сделала. А уже другие ребята, им не так повезло, ну как не повезло, некоторых распределили в квартиры. Это, с одной стороны, им повезло, но, во-первых, эти квартиры временные. То есть это... тот же Хайм, только квартира. Да, фактически это хоть и квартира, но по сути... Им нужно было искать жилье, как и нам, абсолютно одинаково.
В некоторых местах даже никаких соцработников там не было, чтобы им помочь. То есть некоторые обращались в Красный Крест, кто-то обращался в Каритас, кто-то в Диаконию, и там им уже помогали. Некоторые общались со своими родственниками, если они здесь были где-то, то они им помогали, потому что им действительно было намного сложнее. А некоторых распределили в такую глушь, что оттуда добираться было до их даже ближайшего города очень тяжело. Еще были забастовки с автобусов, водителей автобусов или фирм, не знаю. Совсем с транспортом была напряженка. Мы этого здесь совершенно не заметили, потому что у нас железная дорога, и соцработник. Все. То есть у нас никаких проблем с этим не возникло. Поделитесь в комментариях, как прошло ваше распределение, или, может, она только предстоит, и куда хотите попасть и почему. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Задавайте вопросы. Мы отвечаем абсолютно на все комментарии.